Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. И в этом видео я предлагаю вам собрать все факты, которые позволят нам сделать вывод, существует ли жизнь на Луне, когда она там существовала, существует ли она сейчас, если да, то какие жители Луны нам известны. Дело в том, что, казалось бы, уже всю Луну измерили, сфотографировали, мы ее видим постоянно. То есть, это ближайший наш спутник, о ней все практически известно. На самом деле, я хочу вам показать, что множество явлений неизвестных науке, но известных прошлым цивилизациям, плюс наука, которая не может понять практически всего, что происходит на Луне. Дело в том, что если обратиться к древним источникам, то они говорят, что Луна обитаемая. Это было широко распространено в древнем мире. Например, в греческих стихах, которые приписывают легендарному Орфею, говорится, что Бог создал громадную землю, которую бессмертные называют Вселенной. Это очень похоже от искажения от поселения, заселения, то есть как бы населенная планета, а люди Луной. На этой земле возвышается множество зданий, гор и городов. Древнегреческие философы Гераклит, Ксенофонт и многие другие считали спутник Земли населенным в 5-4 столетиях еще до нашей эры. А Гераклит из Понта утверждал, что лично был знаком с селенитом, спустившимся с Луны. То есть, как мы видим, древние, даже греки об этом знали. В Ведах вообще описано, что Луна как планета, где проживается множество людей. При этом продолжительность жизни на Луне равна примерно 10 тысяч лунных лет. Но если брать многомерный мир, каким является наш мир в принципе, то в этом многомерном мире Луна в 2 раза больше нашего Солнца. Хотя мы знаем прекрасно, что Луна сейчас в 400 раз меньше нашего Солнца, но многомерный мир имеет свои законы, не будем пока это утверждение трогать, нам интересно про людей на Луне. Дело в том, что те же самые Веды повествуют в сказаниях об Арджуне, потомке династии с Луны. Не просто какой-то лунная династия, а он именно выходец с Луны, и вся его династия выходцы с Луны. Это один из героев Махабхараты известный. Суть в том, что таких выходцев множество. В той же японской легенде бог Сузана жил на Луне и спустился на Землю. Он как бы повелевал водной стихией. Это, скорее всего, от того, что Луна усиливает какие-то явления Земли, в том числе и приливы и отливы. Но самое интересное, в Японии есть легенда про Кагуя-химе. Это рисунок возвращения ее на Луну. Рисунок около 1600 года сделан. Но в этих легендах она прибыла из Цукино-Мияка, столицы Луны. И обладала удивительными волосами, сияющими как Луна. В первоначальной версии этой истории она оказалась на Земле за какое-то преступление. В других версиях, наоборот, на Луне шла война, и для того, чтобы оставаться в безопасности, эту девушку как бы отправили на Землю. Потом, когда война эта закончилась, лунные жители пришли и забрали ее назад. Девушка вернулась домой, но она оставила подарки своим приемным родителям, а императору отправила прощальное письмо и эликсир бессмертия. Со всеми этими эликсирами бессмертия мы разберемся в следующих видео. Здесь нам интересен другой факт. А факт в том, что по прибытию на Землю эта девушка была очень маленького роста. То есть в этом, я думаю, существует гигантская подсказка нам. Дело в том, что множество историй существует по всему миру про мальчика с пальчика. То есть людей небольшого роста, которые нормальному человеку доходят примерно до колена. Плюс мы знаем множество легенд про лилипутов, про фей. Но больше всего распространены легенды про гномов. И я думаю, что как раз в этом и есть ответ, существует ли лунная цивилизация и какая она на самом деле. Дело в том, что в обратном прочтении гном – это монг. Мун – это луна. То есть в латинице сохранилась. Мун – это луна, г – гравитация. То есть монг – это небольшой человек, чей рост обусловлен лунной гравитацией. То есть по легендам это подземный житель. То есть совершенно верно. Они и на Луне сейчас живут как бы в защитных куполах под землей, занимаются добычей полезных ископаемых. Плюс они искусные
создатели различных инструментов, тот же молот Тора, они выковали, как и множество других фантастических устройств. То есть они искусные действительно добытчики материалов и создатели из них различных фантастических вещей. Плюс имеют небольшой рост, который обусловлен как раз гравитацией Луны. Почему? Потому что на Земле, например, ускорение свободного падения 9,8, а на Луне 1,62. То есть разница примерно в 6 раз. То есть если человек на Земле ростом 1,80 м, то на Луне тот, кто живет там постоянно, должен быть примерно ростом сантиметров 30. Но для той же жизни все равно нужны как бы гравитационные возможности определенные. Так вот, на Луне наука выявила эти гравитационные аномалии. То есть вполне вероятно, что там не только гномы живут, разные феи, лилипуты, но и существа большего роста, которым нужна большая гравитация, поэтому там существуют гравитационные аномалии, которые выявила сама наука. Вот они красным цветом в основном выделены. И что самое интересное, размер этих аномалий от 20 до 40 миль. И расположены они под лунными морями. И причем они имеют округлую как бы искусственную форму. И даже сама наука предполагает, что вполне вероятно, что это могло быть создано искусственным путем. Ну, понятно, что они не разумных существ предполагают, а что это там какой-то метеорит металлический вот так ударил и еще что-то подобное. То есть какие-то природные процессы привели к этому. Хотя допускается возможность их искусственного происхождения. Но я вам покажу, что на самом деле нечего там допускать, оно видно невооруженным взглядом. Вы не задумались, почему нам Луну всегда хотят показать в черно-белом цвете? То есть серая такая безжизненная пустыня, ничего интересного. Ну, почему она не цветная? Все ссылки на материал, как всегда, в описании под видео. Перейдите, там есть 2 интересных фильма про аномалии на Луне. И Луна на самом деле цветная. Так вот, люди действительно посмотрели Луну в цвете. И она как бы открылась, показала все, какая она есть на самом деле. На самом деле она прекрасна, и на самом деле она заселенная. Именно цветные фотографии позволяют увидеть на Луне вот такие вот образования круглые. То есть то, что наука отмечает как гравитационные аномалии, сразу видно, что они резко отличаются от другой поверхности Луны, что это искусственные как бы купола над поселением. Если бы он там был бы один, то как бы не было даже о чем говорить, но их там множество, как гигантских, так и маленьких. В цвете видно все, что Луна цветная, на ней есть жизнь. Для примера сравните снимки как бы побережья США со снимками слева Луны. То есть ночное время. Луна светится с левой стороны округлые поселения явно искусственной формы, с правой стороны как бы наша Земля, но поселения не совсем ровной формы, потому что они не под искусственными куполами. Вот и вся разница. А так видно, что это те же поселения, разбросанные по всей поверхности. Причем и гигантские в том числе, как наши города-мегаполисы. Плюсом может служить доказательство того, что это искусственные объекты, то, что там на некоторых из них находят и пирамиды. Ну, пирамида – это устройство работы с энергетикой, то есть энергия нужна и им. Вот такие фотографии мы видим, вот пирамида как раз в центре кратера, а под кратером как раз будет это свечение. Ну, а слева определенный выход, может что-то типа космопорта. Подобных явлений известно множество на Луне. Вот вам самая интересная фотография с рядом пирамид и искусственных сооружений, которые как раз могут служить как бы для влета-вылета НЛО, то есть для путешествия не только по Луне, но и по другим мирам. Кстати, на той же Луне был 29 июля 1953 года зафиксирован 19-километровый мост над кратером Маре Крисиум. В августе английский астроном Уилкис подтвердил, что такое явление на самом деле имело место. Ну, а в ноябре 1996 года лунный спутник сделал несколько фотографий Луны, на которых были четко видны обелиски, которые напоминали как раз копию вершин 3 великих пирамид. Ну, походу, это именно эта фотография. Плюс в описании под видео множество подобных фактов собрано, где фотографии с Луны как бы обработаны, видно, что там что-то убиралось, то есть есть разрушенные сооружения определенные. Конечно, я считаю лично, что половина из этих фотографий фейк, который вброшен специально для того, чтобы люди путались и терялись в догадках, так есть ли жизнь на Луне или была ли она там когда-нибудь. Но мы видим, например,
Вот фотография с Луны, разрушенное сооружение, озеро, в которое что-то втекало и вытекало. И вполне вероятно вытекает и сегодня. Как это возможно, я покажу чуть ниже. Ну, конечно же, некоторые из этих фотографий все-таки могут быть и фейковыми. Как раз для того, чтобы меньше мы понимали про то, какая жизнь нас окружает и как с ней обстоит дело на самой Луне. Но самое лучшее доказательство, что жизнь на Луне есть, на самом деле, на мой взгляд, это оборона Луны, которая действует и сегодня. Так как известно, что примерно из 100 попыток экспедиции на Луну, только 44% являются успешными. То есть даже на ту же Венеру, как бы адскую планету, 67% пусков успешных, то есть на треть больше, хотя она находится намного дальше. А наши модули, они либо не долетают до Луны, либо известны факты взрыва. Когда они взрываются, то есть, скорее всего, срабатывает метеоритная защита и уничтожает эти объекты. Поэтому было потеряно множество спутников, которые старались Луну изучить, прилуниться на нее. То есть, и взрываются и исчезают бесследно эти аппараты. Как говорится, все ссылки на материалы в описании, но сам факт, еще в 1968 году НАСА опубликовала технический паспорт, хронологический каталог событий на лунной поверхности, который хранится в штаб-квартире ЦРУ. Так там описано 579 наблюдений на Луне, которые до сих пор не получили научного объяснения, как для безжизненной планеты, Луны. В нем были описаны лунные феномены, которые не поддаются объяснению. Например, движущиеся, светящиеся объекты, удлиняющиеся со скоростью 6 км в час цветные траншеи, меняющие окраску гигантские купола, то, что я вам показывал как раз, напоминающие арки и мосты строения, исчезающие кратеры, вспышки светящегося газа и множество других феноменов, которые не нашли своего объяснения с точки зрения безжизненности Луны. А с точки зрения жизни на Луне, я думаю, они легко объясняются. А вот перед вами вырезка из фильма Крамола. Там показывается волна, бегущая по Луне. Да-да, вы не ослышались, перейдите, посмотрите. Там волна, которая проходит с одной стороны Луны на другую фактически. Волна чего, непонятно. Но на Луне зафиксирована сейсмическая активность. То есть фиксируется несколько сотен лунных землетрясений, которые невозможно объяснить, что там просто метеориты какие-то падают. Когда советские аппараты и американские астронавты доставили пробы грунта Луны на Землю, ученые обеих стран с удивлением обнаружили, что некоторые камни проявляют магнитные свойства, хотя до этого было установлено, что на Луне нет магнитного поля. Дальнейшие исследования привели ученых к гипотезе о том, что магнитное поле Луны когда-то все-таки было. И теперь обсуждается теория о том, почему оно исчезло из-за воздействия метеоритов или смещения железного ядра Луны. Это очень важный факт. Почему? Потому что как раз магнитное поле, оно в первую очередь обеспечивает жизнь. Плюс оно обеспечивает то, чтобы на поверхности была жизнь. А согласно легендам, опять же нашим ведам, жизнь на поверхности Луны погибла как раз в лето 109 806 до нашей эры. Именно тогда, когда была уничтожена первая луна Леля, когда погибла Даария, был первый потоп на Земле великий, и эта же катастрофа привела к тому, что поверхность Луны стала безжизненной. Вы скажете, такого не может быть, потому что не может быть никогда. Но это, в принципе, повторяющаяся ситуация, потому что до этого в Ведах было описание ситуации, как погибла пятая планета Солнечной системы и ее первый спутник Люцифер, что Люцифер захватил темные силы, и этот первый спутник был разрушен, но удар был такой сильный, что сорвало атмосферу с Марса. Погибла жизнь на поверхности самого Марса, и вот этот гигантский шрам на Марсе как раз это последствия того энергетического удара, то есть той гигантской войны. Здесь же мы видим то же самое, на первую луну Земли Лели приземляется гигантское количество врагов, их уничтожают, но уничтожение это ведет к тому, что погибает жизнь и на поверхности самой Луны нашей месяц, которое мы видим и сегодня. Об этом свидетельствуют и развалины, которые существуют по всей Луне сегодня, мы их фиксируем, и фиксируют их многократно.
Ну и сам факт, что множество кратеров на Луне как раз со стороны Земли, невозможно объяснить только метеоритами. То есть, скорее всего, они как раз образовались впоследствии взрыва Луны этой Лели, когда часть осколков попала и на саму Луну и уничтожила ее атмосферу тогдашнюю и возможность жизни на самой поверхности. То есть, есть множество видео, и Кунгуров, по-моему, когда-то рассказывал множество по этим кратерам, когда можно понять, когда кратер как бы появился действительно от метеорита или наоборот искусственным путем вследствие какого-то удара, либо как раз появился с нашей стороны Земли как раз из-за того, что взорвалась в свое время как раз Луна Леля. Иначе непонятно, откуда же столько ударов именно с той стороны, которая всегда повернута к нам, к Земле. Так что все эти ссылки на материалы в описании, можете перейти и ознакомиться. Да, пока это теории, но теории множество раз подтвержденные. И самое интересное, что магнитные свойства Луны, извержения, они говорят о том, что Луна-то полая. А вполне вероятно, она даже как искусственный объект. То есть, какой-то гигантский корабль вполне вероятно подходит под это описание, который сделан по принципам как бы строения самой полой Земли. Дело в том, что когда в 1969 году они выбросили лунный модуль на поверхность Луны, то шум распространился на 40 миль от места высадки корабля и спровоцировал искусственное лунное землетрясение. То есть, показал, что Луна вообще-то полая. Луна звенела словно колокольчик еще в течение часа. То есть, это характерно для объекта, который полый внутри. То же самое проделала команда Аполлона-13, специально усилив силу удара. Тогда длительность вибрации Луны составила 3 часа и 20 минут, а радиус распространения 40 километров. То есть, фактически перед нами, можно сказать, как бы искусственный объект типа корабля. Или он повторяет принципы строения Земли. Живет ли кто-то внутри полой Луны, вопрос открытый, потому что для жизни внутри полой Луны нужна система ВИ, для того, чтобы скрывать вот это излучение, иначе оно будет все выжигать. Но сам факт о том, что Луна полая, говорит то, что хоть Луна составляет примерно 1/3 размера Земли, но по массе она в 81 раз легче самой Земли. То есть, вся масса сконцентрирована как раз в центре, в центральном ядре. Луна как бы молодая, там центральное ядро не очень сильно развито, и поэтому и существует, что Луна полая внутри, но она повторяет принципы строения Земли. Грубо говоря, Земли в молодом состоянии. Причем лунные моря состоят из илименита, минерала с большим содержанием титана, который используется для изготовления корпусов подводных лодок. Также обнаружен ураний-236 и нептуний-237, аналогов которых на Земле нет. А также коррозийно-стойкие частицы железа. То есть, такое ощущение, что это как бы поверхность Луны специальный корпус. Корпус как бы изготовленного космического объекта типа звезда смерти, как у «Звездных войнах». Также хотелось бы заметить, что наука как бы определила на Луне множество гелия-3, которое по оценкам 500 тысяч тонн, по другим около 2,5 миллионов тонн. Суть в том, что тонна гелия-3 в реакции с дейтерием, примерно 0,67 тонн, высвобождает энергии столько, сколько 15 миллионов тонн нефти. При этом не дает радиоактивность. То есть, можно сказать, что это чистое топливо. Следовательно, населению нашей планеты этого ресурса гелия-3, если его привозить с Луны, хватит на 5000 лет. При этом не будет никаких вредных выбросов и радиации. Исследователи НАСА сообщают, что 3 или 4 миллиарда лет назад у Луны была своя атмосфера, благодаря интенсивным извержениям вулканов, которые вытесняли газы на поверхность. Но даже когда мы смотрим на современную Луну, мы видим, что ее окружает ореол какой-то. То есть, атмосфера есть, но она очень-очень разряженная. Но она все-таки присутствует. Обратите внимание на полную Луну и то, что ее окружает. То есть, это отражение от каких-то частиц. Также на Луне зафиксировано множество молний. С 1540 по 1967 год было зафиксировано 540 вспышек и молний на самой Луне. То есть, какая-то атмосфера все-таки присутствует. Также выдающаяся находка – это древний камень, привезенный с Луны. Проведенный химический анализ показал, что с большой вероятностью кристаллизация этих минералов происходила именно в условиях присутствия кислорода. То
То есть перед вами фотография расположения древних озер на поверхности Луны. При этом еще в 1978 году на Луне была обнаружена вода, точнее ледяные глыбы, расположенные на дне многих кратеров. Сейчас ее массу оценивают в 600 миллионов тонн. То есть гигантское количество воды, магнитные свойства, породы, которые образовались под воздействием кислорода. То есть фактически все условия для жизни-то есть, которые определены современной наукой. А легенды говорят, что да, это было. Для сравнения вам, например, цепочка кратеров на Луне и такая же цепочка кратеров в кавычках на Земле. Только это не кратер, а как бы древний водопровод для сбора воды и ее транспортировки в пустынях. Не исключено, что из кратера на фотографии тоже что-то вытекало, потому что или что-то проехало. Ну, скорее всего, что-то вытекло. Или вода какая-то, или какая-то магма. Вот она прошла, как бы, и он еще какой-то ручеек посередине остался. 7 марта 1971 года было зафиксировано облако пара. Облако продержалось 14 часов и покрывало площадь почти в 100 квадратных километров. Возникает вопрос, пара чего? Воды? Или чего-то другого. Вот подобные фотографии, где непонятно, что вышло из кратера. И вот самое интересное, что на борту корабля миссии Аполлон-14 на Луну отправили 500 семян земных деревьев. Хотели узнать, повлияют ли полеты пребывания на Луне на какие-нибудь свойства растений. Получилось около 450 саженцев, которые успешно прижились и выросли. Никаких признаков отличия лунных деревьев от наших земных не проявили. То есть они растут и сегодня. Самое интересное, что 9 октября 1968 года официальный представитель Госдепа США вручил премьер-министру Нидерландов бесценный подарок – камень с Луны. Но впоследствии оказалось, что лунный камень является простым куском окаменевшего дерева. Ну, казалось бы, все, расходимся, здесь все доказательства, что американцы на Луне не были, можно закрывать эту тему. Но ведь мы только что видели, что все условия для жизни на поверхности Луны были. Это доказано не только современной наукой, но и древними легендами. Поэтому вполне вероятно, что это не просто какая-то пустышка, которая вообще ничего не стоит, но и то, что подтверждает жизнь на поверхности Луны и ее идентичность даже жизни на поверхности Земли. Дело в том, что когда мы путешествовали с вами к центру нашей Земли, мы встречали результаты работы по Кольской сверхглубокой скважине. А в чем же там суть? Фантастика состояла в том, что на глубине 3 километров был обнаружен грунт, который как 2 капли воды был похож на грунт, который привезли советские автоматические станции. То есть, сама жизнь на Земле зародилась или была на глубинах еще 7000 метров. То есть, грунт, который взят с поверхности Луны, идентичен грунту с поверхности Земли с глубины 3 километров. Это при том, что на тот момент уже около 1,5 миллиарда лет на Земле была органическая жизнь. И он фактически идентичный поверхности Луны. То есть, жизнь уже на Земле существовала 1,5 миллиарда лет, и, скорее всего, такая же ситуация повторялась и на Луне. Может, не 1,5 миллиарда лет, а 500 миллионов лет она на тот момент существовала. А может и больше. Но факт остается фактом. Все условия для жизни на поверхности Луны были. Это подтверждает сама Земля. Давайте делать уже выводы. Легенды и мифы прошлого говорят о том, что на поверхности Луны жили и живут люди. Жители Луны из-за небольшой гравитации и очень разряженной атмосферы живут под поверхностью или в защитных куполах на поверхности. Имеют небольшой рост и известны нам под именами гномы, лилипуты, феи и так далее. Сама Луна служила основной базой для торговли с другими планетарными системами. Основным местом торговли была как раз обратная сторона Луны. Жизнь на поверхности Луны, согласно легендам, погибла от взрыва первой Луны Лели 109 806 лет до нашей эры. То есть повторилась ситуация с гибелью пятой планеты и первого спутника Люцифера. Современные исследования показывают, что на Луне была вода, атмосфера, магнитная деятельность и вулканическая деятельность на поверхности, что говорит о том, что строение принципов функционирования Земли и Луны одинаковые, то есть полая структура.
Сравнение лунного грунта с поверхности и земного из пород глубиной залегания 3000 метров показало их полную идентичность. Это при том, что исследования говорят о наличии органической жизни на Земле еще на отметке 7000 метров. То есть сегодняшняя поверхность Луны могла иметь пригодные для жизни условия и развиваться миллионы лет, о чем свидетельствуют окаменевшие останки деревьев, остатки воды, кислородного воздействия в образцах лунного грунта. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку «Еще» нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.